В эфире передача «Помоги себе сам» и я ее ведущая Люба Черная. Сегодня с нами в студии после некоторого перерыва опять Татьяна Староверская и Николай Жепишевский. Help by Nature или «Помоги себе сам». Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день. Вы отсутствовали некоторое время, и, как я понимаю, вас просто не было в Торонто. Вы путешествовали по миру. Где вы были? Ну, нам пришлось побывать в Европе, были в России, были на Украине, принимали участие в целом ряде семинаров, повышали свой, как говорили у нас, боевой и политический уровень, учились новым методикам, знакомились с новой информацией, которая связана с новым оборудованием, с новыми препаратами во всех областях медицины. Бурлит в этом мысль бурлит, да? Есть чем поделиться, поэтому я думаю, что мы можем смело переходить к нашей сегодняшней теме нашей сегодняшней передачи. Ну, а то, что вы слышали в Москве, или те новинки в Москве или в других городах? Мы обо всем расскажем. Мы расскажем, да, наверное, постепенно в наших последующих передачах. Конечно, мы ничего не утаим. Ну, а сегодняшнюю нашу передачу мы посвятим, наверное, самой актуальной сейчас теме. Ну, кругом свиной грипп, и даже там, где нет свиного гриппа, очень многие люди, как обычно бывает в это время года, кашляют, сморкаются, и надо сказать, что у меня тоже кашель начался, так что для меня это тоже лично актуальная тема. Но, наверное, мы начнем с насморка, такой, с более простой темы, а потом перейдем к более сложной. Да, я бы уточнил, мы сегодня поговорим с вами об острых респираторных заболеваниях и о гриппе. Это не совсем одно и то же. Очень часто эти понятия путают. В чем разница, мы попробуем объяснить сегодня в нашей передаче. Начнем мы с ОРЗ, или, как говорят медики, или простуды, как называют эту ситуацию в обычной бытовой нашей жизни. Действительно, неотъемлемыми спутниками простуды являются насморк и кашель. Вот с насморка мы, собственно, и начнем. Насморк – это самое распространенное заболевание, если говорить о простуде. Нет такого человека, который бы хотя бы один раз в жизни не переболел насморком. Некоторые умудряются болеть насморком несколько раз в год. Дело в том, что насморк имеет различную природу. У некоторых он бывает хронический. А у некоторых он бывает хронический. Вот тут нужно сказать о причине насморка. Потому что насморк может быть аллергический, насморк может быть медикаментозный. Есть в медицине такое понятие вазомоторный ринит, и есть простудный насморк, или просто обычный ринит. Вот об обычном насморке или о рините мы поговорим сегодня. Дело в том, что наша жизнь без ринита немыслима. Почему? Потому что первый контакт младенца с окружающей средой осуществляется за счет того, что он вдыхает воздух, который инфицирован. И иммунная система организма в носу создает первый иммунный барьер. То есть слизистая носа выделяет секрет, который обеззараживает тот воздух, который мы вдыхаем. Еще одна функция слизистой сводится к тому, что он согревает воздух до температуры нашего тела. И этот воздух, когда мы вдыхаем, он не раздражает бронхи и легкие. Когда человек здоров, слизистая носа выделяет до пол-литра слизи в течение суток. А вот когда мы сталкиваемся с насморком, то количество... вот так незаметно, так незаметно, так сказать, они салфетки циркулируют. Циркулируют. А вот когда мы поражены насморком, то количество слизи увеличивается до 3 литров. И вот тогда нам не хватает никаких салфеток, и даже простыней и носовых платков нам не хватает. Принято считать, что насморк – заболевание совершенно безобидное. Говорят, что если лечить насморк, то он пройдет через неделю, а если не лечить, то через 7 дней. В принципе, в этом есть доля истины, но есть одно «но». Дело в том, что если мы не можем купировать инфекцию в носу, она начинает проникать дальше в наш организм. И вот тут последствия, к которым может привести заболевание насморком, они, в общем-то, неприятны. Это могут быть синусит, гайморит, фронтит, отит, фарингит, трахеит, бронхит,
воспаление легких. А согласитесь, это заболевание уже не столь однозначно. Да, оно представляет угрозу и для здоровья, а иногда и для жизни человека. А можно спросить, вот, например, насморк, он как бы бывает разный. Да, начинается, когда у тебя просто вода течет как бы из носа. Значит, что происходит? Вот это как раз и есть защитная реакция нашего организма. Значит, когда вирус инфицирует слизистую носа, нарушается кровообращение, усиливается приток крови и отекает наш нос, и, в общем-то, мы испытываем затруднения при дыхании. Кстати, еще одна очень интересная особенность. Когда носовое дыхание затруднено, это может сказаться на артериальном давлении, оно может повыситься внутричерепное давление. То есть, видите, получается, что насморк для людей в возрасте это, в общем-то, последствия могут быть более тяжелыми, нежели для людей, скажем так, молодых. Ну, обычно как лечат насморк? Домашними средствами. Редко кто обращается к врачу. Да, что-то там закапали, что-то приложили. Татьяна? Ну, есть несколько способов, как лечить насморк. Есть разные капельки, то есть закапывание в нос. Есть промывание. Как они называются? Это целая серия препаратов, лекарств, которые подавляют. Да. Суть их в том, что они сосудосуживающие. Вот когда все отекает нос, тяжело дышать, выделение, они сосудосуживающие. Но их продают без рецепта. Абсолютно. Да, но они... Риниты, наверное, какие-нибудь. Да. Они симптоматически помогают. То есть это какое-то очень кратковременное действие. Другой способ – это промывание, что не всегда всем нравится, солевое, вот известно такое. И есть еще ингаляция, то есть дыхание, что более физиологично. В чем где преимущество? Когда очень сильно, конечно, поражено, может быть, и стоит применить капли, но их отрицательное действие, что они просто это симптом и купируют симптом временно, потом при закапывании они стекают и попадают в желудок. А основное их действие должно быть здесь. Более физиологично это вдыхание. Вдыхание – это ингаляция, и самое лучшее – это эфирные масла. Эфирные масла обладают бактерицидным действием. То есть не таким сосудосуживающим, как лекарство, а именно бактерицидным. И сосудосуживающим, и в большей степени бактерицидным. Они поражают и стафилококк, это не проблема. Они обладают более мощным действием, чем антибиотики. А какие эфирные масла? Эфирные масла – это все, которые хвойные. Это эвкалипт, это масло герани. Пихта-сосна, гвоздика, можжевеловое масло можно использовать. Масло герани, это вообще оно ухо-горло-нос помогает при всех этих проблемах. А каким способом, так сказать, делать ингаляцию? То ли ингалятор? Есть даже элементарно, это ингаляция. просто как в кастрюле горячая вода, как обычно это делали, или специальный ингалятор. И горячая вода, и туда буквально 4-5 капель достаточно. И дышать. Может быть одно масло, может быть несколько. Там, скажем, 2 капли герани, 2 капли сосны, вот так по капельке. И накрыться и подышать этим. Или специальный ингалятор. Другой способ – это аромалампа. Мы уже не один раз упоминали, рассказывали, как это пользуется. Это такая, как вазочка. Внизу свечка, и вверху наливается горячая вода и немножко капель. И это аромат, этот запах распространяется по всей комнате. И вы можете спокойно продолжать работать или делать то, что вам нужно по дому, и вдыхаете. Это можно сделать и в офисе, и на работе, и дома, в любой ситуации. Просто это элементарно и физиологично нормально. Вы вдыхаете, и здесь все обеззараживается. Принцип работы быстродействующих средств от насморка – это резкое механическое сокращение сосудов носовой полости под воздействием препарата. То есть эти средства борются лишь с заложенностью носа, а не с причиной насморка. Следует также помнить, что к таким препаратам быстро возникает привыкание. Сосуды перестают самостоятельно сокращаться, а это приводит к еще большему отеку слизистой. Чтобы дышать, приходится применять такое средство постоянно. Иными словами, возникает зависимость от лекарства. Именно поэтому в инструкции к сосудосуживающим каплям и спреям написано, что ими нельзя пользоваться более 3-4 дней. Безопасной альтернативой сосудосуживающим средствам является вдыхание паров эфирных масел. Эфирные масла – это натуральные вещества, которые получают из лекарственных растений. Их все чаще используют для облегчения дыхания и профилактики простуды. В отличие от сосудосуживающих препаратов, эфирные масла обладают бактерицидным свойством, то есть борются с патогенными микроорганизмами во всем дыхательном пути. Кроме того, они настолько безопасны, что их применение рекомендуют даже грудным детям. Особенно важно, что эфирные масла не вызывают привыкания. Ими можно пользоваться так долго, сколько это необходимо.